Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. В предыдущем эпизоде мы начали выполнять задание камня, если так можно сказать, камня ветра. Отправил он нас вот в это вот место, называется могила Гленсхула. Много думал я после предыдущих эпизодов, вот после таких вот наших замесов, совершенно бесполезных, которые ни к чему не ведут, только затягивают и без того затянутый геймплей. И, наверное, я откажусь от наемника пока что. Может быть временно, может быть постоянно, не знаю. Потому что вот это никуда не годится, конечно. Так он будет ковырять каждого наездника, и мы будем еще 100 серий бродить тут по всему острову. И, в общем-то, никакого интереса в этом нет. Вернуть орка, да, прозвучали мнения, оно было бы разумно, но это мало что изменит. На самом деле орк то же самое будет делать, просто чуть-чуть, может быть, будет побыстрее. Ну а вот призыв святош, наверное, я все-таки начну делать. Ну а мы пока что все равно в этой серии останемся с наемником. Посмотрим, как он проявит себя в зачистке вот этой вот могилы. Но прежде чем мы туда полезем, конечно же, я бы призвал алчущего. У нас буквально одно зелье осталось. Давайте сохранимся. Заходим. И я вижу уже, что там драугр. Ребята это серьезные. Наверное, лучше здесь использовать невидимость. Не знаю, как на них подействует паралич. Если подействует. Но, видимо, никак. Судя по тому, что он даже не пытается. Так, и меня зажали тут прямо вот в самом начале. Так, еще один драугр, блин. Волки, драугры, короче говоря, набор монстров в этих локациях, он стандартный. Какой жирный. Да, нужно на постоянный эффект сделать призыв кого-нибудь. Хоть кого-нибудь. Вообще у меня была идея сделать постоянный призыв алчущего, если бы мы нашли ростовой щит. Я, честно говоря, не уверен, влезет ли алчущий в ростовой щит. Вот. Но это было бы неплохо, чтобы наш наемник, если бы мы пользовались, допустим, наемником, таскал бы за собой алчущего, я не тратил постоянно ману на его призыв. Все, кончились заряды, судя по всему. Хочу еще захватить душонку этого драугра. Хотя бы одного. Палиться сейчас перед двумя, что мне не хочется. Вот когда останется один, можно попробовать. Есть ли у него вообще душа? Если есть, то какого размера? Что-то Дремора опять нищеброд какой-то появился с каким-то гномским копьем беспонтовым. Но хотя бы попадает, в отличие от нашего наемника, который почти не попадает. Так, душонку мы захватили. Да ну нафиг, 3300. Как крылатый сумрак, ни хрена себе. Ну давайте перезарядим тогда катану, раз уж такое дело поперло. Ну начнем мы... Ну, кстати, всего 4 камня осталось. То есть у меня камней-то не так уж и много. $300. Я думал, может быть, там, ну, 600, там, 800. Как какой-нибудь Атронах. А он ни хрена себе. Зачарование подросло. Уже польза. Возвращаем катану. Сохраняемся.
с дреморой, с одним дреморой, если бы мы, допустим, отказались от отказались от наемника, с одним дреморой дело пошло бы не быстрее, а, конечно, дольше. Но параллельно я думаю, что нужно зачаровывать призыв Святоши. И даже, возможно, использовать для этого душу Вивика, которая у нас пылится там в звезде Азуры. Чтобы побольше было зарядов, чтобы этот предмет был, ну, как бы, с большим ресурсом, скажем так. А может быть даже и не одного Святоша, а еще кого-нибудь к нему в нагрузку. Надо посмотреть, короче, поэкспериментировать. Доберусь до базы. А, наверное, конечно, не в этой серии, может быть, в следующей, либо как-то между сериями я посмотрю. Тяжело идет, смотрите. 2 драугра, волк, 2 волка. И все очень печально. Давайте призовем подмогу, что ли. Не знаю, сагрятся они сейчас на меня или не сагрятся. Дреморку. О, наконец-то с нормальным мечом. А на Кланфира нам уже не хватит, да? Последнее зелье. И уходим в невидимость. Ну, у меня есть еще самопальные зелья. Конечно, вроде бы есть. Но вот так дело бодрее. Смотрите, вот с этой клейморой. Это же у него клеймора дейдрическая, да? Неплохо. Давайте, пока он с нами. Блин, надо пробежаться. Они встали. А больше тут никого и нету. Ладно, значит, нам надо что-то здесь пощупать. И выпустить ветер. А, вот мешок. Все, дневник дополнен. Врагов не появилось. Ветер выпущен. Ну, видимо, вот отсюда. Сталгрим мы юзать не умеем. Ну и стандартные опять замки. То есть вот, я думал над тактикой, читал ваши комментарии, ваши предложения, все прочитал, все услышал. Что-то мне нравится, что-то не очень нравится, я имею в виду идеи. И пока что я остановился на том, что без наемника обходиться, просто потому, что сам я буду бегать под невидимостью и не отвлекаться на вот эти вот битвы с наездниками. О, кстати, амулетик. Ну, этот нам не пригодится для зачарования, но он тоже неплохо. Здесь, в общем-то, все. В принципе, можно уже сейчас попробовать эту новую тактику. Давайте-ка мы отправим нашего наемника в Альдрун. А мне нужно вернуться к камню ветра. Что, кстати, там у них... А, у них ягодка. Увеличить запас сил. Давайте возьмем. А у этих чё? А у этих ничего. Надо было еще волка проверить на предмет емкости души. Сохранимся. Входим в невидимость и скачками. Так, только не сюда, а вот туда. Вот тут, кстати, видите, вот еще гоп-компания нас ждала. Во главе с фризовой ведьмой. Кстати, у нее обычный какой-то кинжал. Странно. Ладно. Ну, то есть он зачарованный, конечно, но немножко не то, что я ожидал увидеть. Это у нас Тирск. Тирск мы обходим. И бежим к камню. Ну так вот гораздо быстрее. То есть мы бегом под невидимостью. На самом деле я так делал и сам, когда играл. Ну, давно. Потому что в Blood Moon я не играл, наверное, с тех самых пор, как записывал прохождение по нему. Вот, а это было уже много лет назад. До этого, когда я играл, я вот так вот и делал. То есть просто пробегал под невидимостью, потому что вот это вот все. Так, камень. Вон он. Все это долго и скучно.
Другое дело, если бы я сейчас, допустим, играл для себя, не на запись, я бы, может быть, поэкспериментировал еще с наемником и потаскал его за собой, но смотреть на это, я думаю, никому не будет интересно. Так, значит, еще один камень мы закончили. Давайте смотреть расположение, чтобы нам не ошибиться. Камень воды у нас. Камень воды. Так, а еще. Камень зверя мы выполнили. Камень дерева мы видели с вами, когда ходили. Поэтому давайте-ка мы отправимся туда именно. Также накинем невидимость. И будем двигаться на юг. Тем более, что вот эти ребята все, они спавнятся. Даже если я не убираю тела, рано или поздно они респаунятся. Хотелось бы, конечно, встретить оборотня. Я знаю, что они редко появляются. И только ночью, это я знаю. Но я думаю, что вполне мы можем рассчитывать его увидеть. Так, Грон, а я там был? Ну, судя по тому, что здесь у меня уже открытая карта, скорее всего, я там уже был. Название я не запомнил. Волки, медведи, все это неинтересно. Так, и где-то здесь уже, по идее, должен быть камень. Вот еще гоп-компания. Вот эти ребята жесткие. Я думаю, что наш наемник здесь бы отъехал. Если бы мы его выставили против них. Поэтому не будем так делать. Да, где-то вот здесь вот. А вот же он, собственно, прям под носом. Так, сохранимся, давайте. Осмотримся по сторонам, чтобы никто тут не прибежал. Так, иди на восток и найди того, кто украл семена. Будь осторожен. Тот, кто владеет этими семенами, контролирует деревья. Посади первое дерево заново. На восток это туда. По-моему, там какой-то реклинг из приганы вокруг него. Если я ничего не путаю. Да. Куча сприганов и реклинг. Но это эпическая битва, конечно, надолго. Хотелось бы как-то... Важный у них дополнен. Как-то мне вот с Дреморой здесь никак ничего не противопоставить. Поэтому, знаете, я, наверное, все-таки займусь зачарованием. Хоть я и обещал, что не в этом эпизоде, но вот эти ребята дадут мне леща такого, что я отсюда буду долго бежать. Значит, мы используем вмешательство Альмсиви и оказываемся в Гнисисе. Заодно, возможно, займемся немножко прокачкой. Да, у меня уже 4 пункта. Вот что первое мы сделаем, это прокачаемся. Силу мы уже вкачали. Сила воли нам нужна. А на силу воли у нас... Ну, мистицизм, понятно, мы не качнем. А изменения я вроде бы качал, да? Соответственно, ради этого нам нужно будет идти в Садрит Мора. То есть вот такой, как бы, многоступенчатый у нас будет план. Но перед этим, конечно, заглянем в Альдрун. Тут появился наш наемник. Погода радикально изменилась, конечно, несмотря на то, что Дагатур уже мертв и уже довольно давно. А что нам тут, собственно говоря, выложить вот это вот лишнее? Этого давайте оставим пока постоять. Взять у него нам по сути нечего. Зелья вот эти восстановления здоровья пусть будут с ним. Кольцо Марары мне не пригодится, увеличивать длинные клинки я тоже не буду. Все это пусть будет здесь. Пусть он пока постоит. Давайте выложим барахло. Еще как-то нужно умудриться же святошу завалить. А вот, кстати, наемник нам может и помочь. Что это я его так рано списал?
Уж святошу-то он завалить может, я думаю. Так. Алхимическое барахло тоже выложим. Понабрал тут. Но нам придется все равно сейчас зачаровывать. Я думаю, что амулет. Да, амулета у меня по-прежнему нет никакого. Еще посмотрю, есть ли у меня подходящие. Так, это не то. Есть у меня один подходящий амулетик. Вот его мы будем зачаровывать. А вот это вот добро мы выкладываем. Хитиновую стрелу я как-нибудь продам, если не забуду. Так, молотки пусть пока будут. Сприган тут остался у меня. Давайте смотреть. Просто посмотрим сейчас. Если получится сразу зачаровать, то будем сразу. Если нет, то пойдем прокачиваться. Значит, зачарование повышаем, естественно. И смотрим. При использовании вызов святоши. Нет, давайте, знаете, сначала вызов алчущего. Секунд так на 20. Я думаю, что меньше смысла нет. Так. И теперь уже святоша. Круто, круто. Очень круто. 22 секунды. Ну, 20 секунд святоши и алчущего не так, чтобы много. И я сам не смогу сделать такое, конечно же. Ладно, значит, тогда бежим прокачиваться. Но я хотел прокачать меткость. Меткость я так и не прокачал, по-моему, в предыдущем эпизоде. И не посмотрел, кто ее качает. А что бы нам такое прокачать, чтобы получить бонус? Хоть какой-то бонус. Но мы можем прокачать вот эти боевые навыки, в принципе, чего бы нет. У нас есть гильдия бойцов. Что-нибудь нам здесь да прокачают. Что ты можешь? Секиры. Ну, силу смысла нет. Сила, это все сила. Блин, ничего нам здесь не прокачают, получается, да? А ты не качаешь. И этот не будет, скорее всего, да. Блин. Блин, тогда в гильдию воров придется идти. Там смотреть. Не обучает. Акробатика у нас поднята. Ловкость можно, в принципе. Интеллект у нас тоже поднят. Ну давайте хотя бы ловкость прокачаем. Может, у нас будет более эффективно наше вот это скрытие в невидимости. Может, нас будут меньше палить. Так, что у меня получается? Ловкость 4. А и все, да? И все. Ты ничему не учишь. Вот защиту можно еще качнуть. Не то чтобы она нам была нужна. Все. Здесь есть. Что еще он может предложить нам? Ну вот выносливость, кстати.
Так, выносливость 3. Все, выносливость 5. Значит, бежим в сад Ритмора. Ну, блин, да что ж такое-то? Давайте вот так сделаем. Чтобы проход освободился. В сад Ритмора мы бежим через гильдию магов. Ну и к Нелькарии заглянуть тоже было бы неплохо. Пополнить арсенал зелий. В сад Ритмора сначала. Говорите, Здесь мы снова бежим в трактир. Опять я забыл, как зовут эту тетку, которая там обучает. Надо было, наверное, с той стороны обходить. Я привычным маршрутом бегу, а он не оптимальный. Он как бы окружной. Получается... А, нет, подожди, это Морок-Тонг. Трактир-то у нас вот здесь, слушайте. Так, 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 и куда-то сюда вот я шел. Да, вот она. Ардарума. Ну что, дорогуша Ардарума, давай-ка ты получишь меня изменению немножечко. Вообще лучше бы поэкономить денежки. Да, я иногда забываю об этом. Об экономии, но заодно и качнуться. Хоть чуть-чуть, но восстановление прокачать. А разрушение у нас под запретом. Я напомню, если кто, может быть, забыл или присоединился к нам недавно. Качать разрушение я себе запретил в самом начале. Это такой челлендж у меня. Все, восстановление прокачалось. И таким образом мы получаем уровень. Значит, что у нас получилось? Так. Сила воли у нас будет 3,85. А, ну это с кольцом. Подожди-ка, давайте сейчас снимем, посмотрим. Сила воли у меня 72. Плюс 3, 75 будет. Ну, то есть мы уравняли ее с мистицизмом. Колдовство мы можем, в принципе, приподнять. А, ну на интеллект нам это в этом смысла никакого нет. Ну ладно. Ну ладно, значит, что мы? Божественное вмешательство тогда. Где оно? Вот оно. И опять, и мистицизм качнулся. Отлично, отлично. Может быть, будет больше бонус к силе воли. Да, четверочка. Четверочка, ну неплохо. Отправляемся в Альдрун. 3 монетки. И повышаем уровень. Значит, что мы берем? Естественно, выносливость, естественно, силу воли. Ну и возьмем... Зачем я качал ловкость, тогда вопрос. Давайте возьмем, раз уж я прокачал, пока что на этот раз об удаче забудем. Возьмем ловкость. Все. 76 у нас сила воли и 76, соответственно, мистицизм, то есть вровень. Так, ну давайте посмотрим, почем нам зачаруют предмет, который я задумал. Ну, естественно, с завышением навыка. Не просто так. очень рад. Берем камушек, берем амулет. Вызов алчущего. Или на отдельный предмет сделать вызов алчущего. Давайте посмотрим вообще, сколько это стоит.
20 секунд у меня было. 3000. Ну, это приемлемо, конечно. Но вот сейчас мы впихнем святошу на 22 секунды. Ну, в принципе, цена обычная. Цена обычная, это всего 20 секунд. Это всего 20 секунд. А если мы уберем алчущего, то святошу мы можем растянуть на 43 секунды. Проживет ли он столько? Вот какой вопрос. Мне придется его либо лечить, либо уменьшать время. А деньги те же. И цена 47. Ну, из 1000. Даже не знаю. А камень всего один. Камень у нас всего один. Да, задачка. Задачка. Я думаю, что мы все-таки сделаем одного святошу. Вот таким вот образом. Сейчас я возьму вещи на продажу, чтобы компенсировать деньги. А алчущего я буду призывать по-старому. Как бы старым способом. Да, это будет расход маны. Давайте 6500. Все такое дорогое у меня. И вот так вот эта десятка получится. Плюс мы сторгуемся там. Нормально должно получиться. Да что ты делаешь? Перестань. Восстановим ману. Да, я выложил здесь наши вот эти вот квестовые предметы. Так, для красоты чисто. Благо неписи здесь в Моровинде не воруют. Снова повышаем торговлю. И делаем зачарование. Святошу. Хочу святошу. На 43 секунды. Ну, назовем его, соответственно, амулет святоши. И, наверное, все-таки вот так, чтобы долго не искать. Ну что, Вивик, такова твоя судьба. Призывать святошу. Сразу же торгуемся. Так, и вот так. 7800. Отлично. Отлично. Значит, сразу же я забью горячие клавиши. Здесь у нас заключение. А я поставлю все-таки амулетик свежесозданный. А заключение мы сделаем вот здесь. На 4. Вот. И теперь нам нужно, собственно, этого святошу таки захватить. Ну, чтобы души у меня были, чтобы я мог что-то себе зачаровать. Потому что у меня на всякое говно зачаровано. Вот. Я бы еще, знаете, зачаровал на постоянный эффект левитации. На всякий случай. Какие-нибудь штаны, например. Потому что вот это открытие мне сейчас уже без нужды. Давайте возьмем нашего друга. Отойдем в сторонку. И захватим святошу. Только не в камень Азуры. А хотя почему, собственно, пусть будет. Какая разница? Вот здесь вот. Так, там стражник. Стражника привлекать внимание не хотелось бы. Давайте сохранимся. Захватываем святошу. Ну и надо как-то ее агрить. А, они оба сагрились. Вот это я не учел. Вот это вот я не учел. Давайте попробуем повоевать. Парализовывать святошу, конечно, такое себе.
Все. Все. Да, вот это вот я не учел. Получается, нашего друга мы использовать не можем. Придется святошу долбить свитками. Придется долбить свитками. Да, я забыл, что они агрятся вместе, блин. Ну ладно. Свитки у меня, в принципе, есть. И даже есть убойные. Давайте смотреть. Она, конечно, отражает жесточайше. И тут вопрос скорее удачи. Неплохой вот этот, кстати, я подобрал где-то. Даже не знаю где. Вмешательство. Вот при касании давайте сделаем. Пока она еще не сагрилась. Это прекрасно. Сам себя и поджарил. Видите, убивать святошу у меня особо-то и нечем. Так, доспехи это нам не надо. Но вот это ультимативный свиточек, конечно. Но цель отразила магию. Поглотить. Возврат. Можно ее натравить, конечно, на кого-нибудь. Да, у меня есть вот эти вот убойные всякие взрывы. Но, блин, она же отразит и все на меня. Уязвимость к холоду на 30 секунд. Уязвимость к огню на 30 секунд. Ну, кстати, почему нет? Ага, и все. Это мы сделали к огню, значит. Бить будем огнем. Да, это бессмысленно. Главное никого не задеть тут. И кончились они у меня. А теперь холодом. Заключение спало. И святоша ушла. Да. Короче, надо святошу на кого-то агрить. На кого-то жесткого. Даже не знаю. Но не будем заниматься дурью. Не получилось и не получилось. Отправляемся обратно на Солсхе. У меня там, кстати, есть пометка. Поэтому использую я возврат. Свитки слил. Ну и как бы и пусть будет так. Будем действовать последовательно. Так, а что у меня... А, я же сам снял. Сам снял кольцо. Бежим, собственно, по заданию. Сагрим святошу на этих ребят. Наложу я на нее заключение. С одного раза она не сагрится. Ну и скорее всего она там сдохнет. И через это мы получим душонку ее. Ну а с ребятами будем сражаться точно так же. То есть призывать святошу. Я другого способа здесь не вижу. Святошу и этого алчущего. Сначала алчущего давайте. Потом святошу. Вот таким вот образом. Ну, алчущего быстро. Что-то как-то. Я забыл про зелье, друзья. Я забыл про зелье, поэтому давайте-ка мы используем свои. У меня их не так, чтобы много. А святоша отъехала. Смотрите, как быстро. Я забыл, конечно, ее... Забыл ее заключить. Отражение какое-то сработало.
Святоша на всех сагрилась. Вот такая дичь. Но наемник не прожил бы здесь ничего. 2 души у нас в кармане. И они уйдут, скорее всего, на перезарядку амулета. Нет, это нереально. Это нереально. Здесь надо думать что-то другое. Может быть, Атарнаха на них натравить? У меня есть куча свитков с Атарнахами. Так, вызов. Например, вот Инио Атарнаха. Посмотрим, как он. Ну, хотя у них, наверное, иммунитет к холоду. Что-то я протупил. 3 секунд не прожил Инио Атарнах. Он даже не успевает колдануть. Они его убивают. Интересно, а этот... У меня есть Дайдрот. Еще и щетина спин прибежал. Дайдрот даже пытается лечиться. Но учитывая, что все эти, как их, сприганы 3 раза возрождаются, а мы еще ни одного не убили, они еще и агрятся на меня, смотрите. Все, успокоились вроде. Даже не знаю, друзья. Свитками в них пострелять. Но у меня тут остался холод. Уязвимость к холоду. Приказ. Кстати, приказ можно попробовать использовать. Я вот только не знаю, какого они уровня, эти ребята. Давайте ради прикола разок. Например, вот этого вот. Ну, хотя они заскриптованы. Нет, смотрите. Что-то получилось. Что-то получается. А, завалили вот этого, кстати. Кстати, нам же нужен только вот этот мешочек с семенами, по сути. И все. Одного спригана завалили, но он тут же возродился, и в принципе больше нам от них ничего и не надо. Таким вот, конечно, тупым способом, но удалось. Значит, нам нужно посадить дерево. Тут какая-то должна быть грядочка, по-моему, вот здесь. Как ее посадить, я забыл. Нет, не так. Так, это не грядочка, это вот грядочка. Да, хочу посадить, посадил и разговариваем с камнем. Сохраняемся, друзья. Худо-бедно задание мы выполнили, кучу зарядов потратили амулета. Давайте посмотрим, как они восстанавливаются. Но только, конечно, не святошами. Кстати, святоша, видите, не пошел в камень Азури, он пошел в наименьший камень. У нас остался, по сути, один сприган только. Ну, тут дело удачи тоже, 732. Ну, неплохо, смотрите, почти все заряды мы восстановили. И это хорошо, но святоша, видим, не живет. Под большим количеством врагов он не живет. Бафать я бы его просто не успел. Камень света, солнца. Ну, давайте пойдем туда. Я так примерно помню, где это. Сохранимся. Мы там были, как-то пробегали рядышком. Вон он, по-моему, этот камень торчит прям на видном месте. Опять тут бандиты. Вот интересно мне будет, как святоша проживет против бандитов. Их тут 4, а святоша у нас 1. Давайте попробуем, знаете, призвать. Ну, чисто ради эксперимента сохранимся. Радиус агро у них довольно большой. Призовем алчущего. Если сможем. Ага.
Я забыл, что там лучник. Призовем Святошу и уходим. Бафать я его не смогу. Но паралич, у нее, видите, кинжальчик с параличом удачный. Вот еще медведь прибежал. Ага, алчущий, смотрите, согрелся на этих. Святоша раздал параличик, вот побежал. Вот это прикол. Вот это прикольная суета. А этот что? А он в панике, короче, убегает. Ну, алчущий вряд ли тут выживет, конечно. Ну, хотя, смотрите, до сих пор стоит. Раздает тупо этот свой паралич. Все. Так, алчущий нас покинул. Значит, нам надо лечиться. Есть у меня. Есть у меня чем полечиться. Снова призываем алчущего и снова Святошу. И снова уходим в невидимость. И смотрим, наблюдаем. Если бы алчущего не отвлекали вот эти вот животные, все было бы проще. Мы можем даже бафнуть Святошу, я думаю. У него меч, поэтому мы можем дать ему баф на увеличение длинных клинков. Так, и по-прежнему в невидимость. Силу бы, конечно, ей повысить. Оно было бы лучше. Но двоих завалили. Там еще один в панике убегает. И что удивительно, алчущий живет под всем этим градом ударов. О, они на меня согрелись. Маны нет, блин, маны нет. Так, ну это слабенькое, это мы сразу жрем. И вот это нормальное тоже жрем. Призываем алчущего. Призываем Святошу. И уходим. Эти ударились в панику. Ну, в принципе, вполне они могут здесь вдвоем. Связка неплохая. Но все зависит от того, какое оружие у Святоши. Если вот на паралич, то вообще отлично. Сейчас у нее эбонитовый какой-то меч, довольно беспонтовый. Давайте еще Дримору призовем, а то что-то долго это все длится. Какой-то сраный медведь с волком еще до сих пор не завалены. Этот стреляет, и стреляет он, скорее всего, в меня. Святоша отъехал. Какой живучий медведь. Смотрите, двух бандитов завалили, а медведя завалить не могут. Это ужасно. Алчущий отъехал. Давайте до кучи, знаете, заключение наложим на... Так, кто-то еще прибежал. А, это лучник. Лучник, падла, стреляет. И он меня видит, что самое стрёмное. А медведь до сих пор живет. Какой-то он лютый, этот медведь. Почему он такой лютый? Давайте лечиться, что ли. Замес такой, конечно, сумбурный. Перепризываем. Заключение обратно на медведя. У него, смотрите, здоровье-то отнялось не так, чтобы хорошо. А этот продолжает меня стрелять. Говнюк. Нет, давай-ка ты не будешь меня стрелять, мне это не нравится. Медведя добейте уже, в конце-то концов. Сколько можно? О, наконец-то. Я не понял, медведь полечился, что ли? Что это было? Кто-то бежит, смотрите. Медведь полечился.
И побежал. Нет, давайте снимем невидимость, пусть он меня увидит. Если... А, меня медведь увидел. Бей медведя! Не бегайте по всему лесу, сейчас еще нагрят. Какой-то кошмар. Трешанина какая-то длится, друзья. Я даже не знаю, что сказать. Отказался, называется, от наемника. Типа все сам, все сам. Придется обратно в невидимость нырять, потому что я не вижу здесь другого пути. Или вообще забить на них. Святоша сейчас пропадет. Ну. О, боже мой, один удар ему оставался. Так. Да бей медведя уже. Что за лютый медведь такой? Самый живучий, наверное, монстр здесь. Всех положили, один медведь остался, еще и что-то лечится. Давайте этого. Никого мы больше не призовем, нет маны, блин. О, наконец-то, ну блин, заключение спало, не успел я его захватить. Ладно, черт с ними. Черт с ними со всеми. Я вижу, что давно уже пора закруглять серию. Какие-то бомжи, смотрите, вот реально какие-то бомжи стоят здесь на берегу. Ни черта у них нет. Какой-то шмот беспонтовый абсолютно. Ни о чем шмот вообще. И какой-то лютый медведь. Что это вообще происходит? Это левелинг так работает или что? Но тем не менее, спасибо вам за внимание. Будем прощаться на сегодня. До новых встреч.